Всем привет! Сегодня мы будем готовить слоеные трубочки. Думаю, все любят это пирожное, знакомое нам с детства. Для того, чтобы его приготовить, нам понадобится слоеное тесто и крем. Я беру слоеное тесто, уже готовое, магазинное, потому что с ним очень долго возиться. Мне хочется побыстрее и побольше. Тесто мы заранее размораживаем. Оно должно стать тепленьким. И нужно его немножко раскатать. Присыпаем стол мукой и раскатываем. Слоеное тесто раскатывается в одну сторону. Так, лучше припудриваем. Не сильно тонкое, где-то, наверное, 3-4 миллиметра должно получиться. Вот так. Вот такие две у нас пластинки получились. Я взяла полкило пачку, в ней как раз вот такие две пластиночки, два квадратика. С него удобнее всего раскатывать. Дальше нам нужно нарезать на тонкие длинные полоски, примерно 2-3 сантиметра шириной. Это больше зависит от того, какой размер трубочек у вас планируется. Вот таким образом. Полосочки готовы. Что нам понадобится дальше? Если у вас нет формочки, это специальные такие металлические конусы. Они вообще очень редко где продаются. Вот как у меня, например, у меня их нет. Поэтому я вам предлагаю воспользоваться пергаментной бумагой и сделать формочки самим. Нам нужно пергаментную бумагу разрезать на квадратики. Вот такой квадратик у нас получился. Мы его сворачиваем кулечком. Вот так. Вот такой кулечек у нас получился. Вот это будет формочка. Делаем несколько таких. Теперь наши полосочки мы наматываем на трубочку. Вот так немножко придерживаем и просто как бы спиралькой ее наматываем, просто чтобы она немножко друг на друга внахлёст находила. Ну, я думаю, все видели, как трубочки выглядят пирожные, поэтому вот такой ориентир. Вот так. И до самого конца. Вот примерно вот такое произведение у нас должно получиться. И вот таким же образом делаем все. Середку поправляем, потому что бумага немножко все-таки мягковата для них. Ну, держится. Наши трубочки готовы. Теперь мы готовим противень. Духовку разогреваем заранее до 180 градусов. Противень смазываем маслом. Любым, можно растительным, можно сливочным, можно просто пергаментной бумагой воспользоваться. Что мы делаем дальше? Сначала мы перекладываем наши трубочки. Достаточно далеко друг от друга, потому что они хорошо поднимаются.
Теперь одно яйцо мы разбиваем и хорошенько перемешиваем. Вот этим взбитым яйцом нам нужно будет помазать наши трубочки. Но перед этим что мы делаем? Берем вилку и в каждый кулечек мы ее вставляем боком, ребром. То есть она вот так должна стоять. Вот теперь трубочки, они стали кругленькие. Вот так. Теперь смазываем яичком. Не очень сильно, просто они должны подрумяниться, чтобы яйцо не стекало у вас. Все, теперь ставим выпекаться в духовку. Ну, примерно минут на 20. Ну, зависит, какая у вас духовка, нужно будет следить. Трубочки готовы. Мы их перекладываем на тарелочку. Все, и нам нужно дождаться, пока не остынут все. Конвертики достаем наши, их можно использовать еще раз. Просто распрямляем. Все, делаем вторую партию. Вторая партия у нас также готова. Ее тоже нужно вытащить и остудить. Теперь остывшие трубочки нам нужно наполнить кремом. Крем у меня готов. Я беру белковый крем, он очень вкусный. Это такой один из самых любимых, наверное, рецептов. И если у вас есть кондитерский мешочек, то очень удобно им, конечно, наполнять. Если нет, то понадобится вот такой обычный пакет. Мы будем сюда перекладывать наш крем. Нужно стараться в один уголочек его сложить. Вот таким примерно образом. Один угол, один краешек мы отрезаем. И сюда перегоняем крем. И вот у нас получается такой самодельный кондитерский мешочек. И очень удобно им наполнять. Все, и вот так делаем все трубочки. Теперь готовые трубочки мы выкладываем и посыпаем сахарной пудрой. Вот и все, получаются замечательные такие пирожные. Красивые, вкусные, намного лучше магазинных. Недолго.
Вот такая красота. Попробуйте сами приготовить. Надеюсь, у вас тоже все получится. Всем спасибо. Приятного аппетита. Пока-пока.